Всем привет! Меня зовут Лябин Валерий, и это канал «В путь-дорогу». Сегодня совершим небольшую прогулку от Нижнего Новгорода до Аранок. Село находится в центральной части Нижегородской области, в 24 километрах к юго-востоку от города Богородска, местного районного центра. Еще в детстве от родителей слышал, что в этом месте находился огромный лагерь для немецких военнопленных Второй мировой войны. Примерно такой, какие нам показывают лагеря на территории Европы. Их отличие в том, что пленных специально не уничтожали и над ними не издевались. А условия, может быть, были даже скорее хуже. На огороженной 3 рядами колючей проволоки высотой в 6 метров площади пленные рыли землянки, и в них жили десятки человек. Достопримечательность в селе сейчас одна – Аранский Богородицкий мужской монастырь. Основан в 1634 году нижегородским гражданином Петром Глитковым. Он сильно занедужил и отправился в Москву приложиться к Владимирской иконе Божией Матери, которая была написана самим евангелистом Лукой и находилась в Успенском соборе Московского Кремля. После выздоровления он заказал копию и ей долгое время молился. Именно она позвала его в дорогу и указала место, где он на свои средства построил церковь и заложил тем самым этот монастырь. Но закончил он весьма плохо. Монастырь окружали мордовские деревни, и они считали землю монастыря своей и постоянно бодались с Глитковым. Итогом всего противостояния было то, что Петра убили, это мордва, а монастырь разграбили. Но он быстро восстановился. Каких-то 300 метров. В 1866 году обитель из заштатного монастыря возведена в степень первоклассного. Он имел обширную библиотеку, которая насчитывала более 2000 книг, среди которых были как и рукописные, так и древние печатные книги. К революции 17 года Аранский монастырь находился в цветущем состоянии. В нем размещались 6 каменных корпусов для монахов, здание гостиницы для приема паломников, каменная водокачка. Функционировал свой водопровод на монастырь. Баня, лавки, пасека, амбары, конюшни. При монастыре существовала больница с аптекой, фруктовый сад и огород. Собственный кирпичный завод, различные мастерские и подсобные хозяйства. Но грянул гром. В ночь с 17 на 18 августа 1918 года на острове Мочальном на Волге, напротив Чкаловской лестницы, хотя это скорее не остров, а полуостров, примыкающий к Борскому берегу, были расстреляны все монахи Аранского монастыря вместе с настоятелем. Остров Мочальный нижегородские чекисты использовали для расстрела православных священнослужителей. Бывший румынский военнопленный Дмитрий Бежан опубликовал книгу «Мемуары о своей жизни в Аранском монастыре». Во время строительных работ на территории монастыря они нашли огромное количество костей с пулевыми ранениями в черепе. Из общения с местными жителями он узнал, что в 1918 году
Советской властью в Оранки были свезены монахи со всех монастырей России, около 11 тысяч. Представители новой власти предложили им отречься от Бога в обмен на жизнь и дали на раздумье 24 часа. Монахи сказали, что им достаточно подумать и 10 минут. С этого момента в монастыре начались массовые расстрелы. Каждый день убивали от 300 до 500 человек. Сначала люди копали себе могилу, траншею, а затем временно оставшиеся в живых засыпали мертвых землей. Убийства производились выстрелом в голову. На его территории в разные послевоенные годы размещались колонии для детей, раскулаченных крестьян, затем мужская исправительная колония. В период с 1939 по 1941 год монастырь стал местом ссылки для интернированных иностранных послов, их семей и работников самих посольств. Интернированные – это граждане тех государств, которые начали войну против СССР. Кроме того, в их число входили финны, поляки, войну против которых развязал сам Советский Союз. В 1942 году по решению НКВД в селе Оранки был открыт лагерь для военнопленных. Лагерь получил официальное название Оранки-74. Располагался здесь, на территории бывшего монастыря. Жители Оранок первыми увидели результат победного наступления наших войск, о котором другие слышали лишь по радио. Вот здесь, у центрального Владимирского храма, берет начало лагерь для военнопленных. В нем стояли железные кровати аж в 5 ярусов, на которых размещались пленные немецкие солдаты. Эшелоны с пленными прибывали по железной дороге Горький-Арзамас на станцию Шониха. Первый состав был с пленными румынами из-под Сталинграда. Когда он прибыл, конвой раздвинул двери, и оттуда стали выпадать и выпрыгивать истощенные люди. Некоторые бросались на снег и с жадностью его ели. На все время пути, 2 недели, запасов пищи и воды не хватило. В вагонах с военнопленными было много трупов. Их выкидывали в ров прямо здесь же, на станции Шониха. Местные жители, которые здесь работали, говорили, что ров, куда сбрасывали трупы, очень быстро наполнялся. Вся масса военнопленных шла пешком через поле в сопровождении конвоя. Шинели на них были легкие, а на ногах была рваная летняя обувь. У многих на головах были пилотки. Вначале пленные умирали в огромных количествах. Большинство прибывших было обморожено еще во время боев под Сталинградом. В Оранский лагерь они попадали еле живые, с гангренами. Здесь находился почти в полном составе штаб командующего 6-й армией вермахта генерал-фельдмаршала Паульса. На короткое время в Оранках даже был он сам. Потом его перевели. С каждым месяцем количество военнопленных в лагере увеличивалось. На территории бывшего Оранского монастыря уже не могли разместить всех пленных. Было принято решение выстроить еще один лагерь за пределами монастыря, который располагался в нескольких километрах от села, в местности под названием Монастырка. В лагере Оранки-74 насчитывалось не менее 12 тысяч человек. Основным занятием рядовых военнопленных была заготовка леса. Иногда они помогали колхозникам убирать урожай. Первая партия прибыла сюда в декабре 42-го, а последние покинули аж в марте 50-го года. После этого в монастыре была тюрьма для несовершеннолетних,
А затем, уже, по-моему, в 70-е годы, здесь открылся ЛТП, лечебно-трудовой профилакторий. В 1995 году был согласован и открыт воинский мемориал на месте захоронения тысяч военнопленных. Сейчас по снегу туда попасть невозможно. Здесь, за территорией монастыря, источник святой воды. Наберу водички. Засим разрешите откланяться. С вами был Лябин Валерий. Подписывайтесь на канал. Увидимся. До свидания.